Представители знака зодиака Рак. Здравствуйте, мои дорогие. Таро расклад «Цыганский пасьянс», Юпитер в Близнецах. С 26 мая 2024 года по май 2025 года. Юпитер, как мы знаем, это планета удачи, планета возможностей. И каждый год Юпитер заходит в новый знак. До 26 мая Юпитер находится в Тельце. С 26-го как раз уже в Близнецах. И вы можете вспомнить, что было для вас наиболее актуальным 12 лет тому назад, в 2012 году. Юпитер себя чувствует достаточно комфортно, находясь в созвездии Близнецов. Так вот, созвездие Близнецов – это все то, что у нас ассоциируется с коммуникацией, с контактами, поездками, переездами, торговлей и решением документальных вопросов. Находясь в Близнецах, Юпитер помогает нам воплотить в жизнь честолюбивые планы, собственные амбиции, сделать намерения реализацией. Время ожиданий завершается само по себе. Юпитер благоволит и помогает, безусловно, тем, кто сам себе готов помочь, где-то готов к действиям или решать какой-то вопрос однозначно, исключая какую-либо двойственность. И для вашего знака зодиака Юпитер будет находиться в проекции 12-го дома гороскопа. Вообще это дом уединения, тайн и завершения. То, что это такая вот своеобразная перезагрузка, когда мы подводим итоги перед тем, как вступить на новые возможности или на какую-то совершенно новую как поле деятельности, или когда мы, условно прицеливаемся к будущему, что же мы хотим осуществить. Ведь, мои дорогие, в 2025 году Юпитер будет в первом доме гороскопа. И первый дом гороскопа, именно вашего дома гороскопа, в знак Рак войдет. И первый дом гороскопа отвечает за ваше «Я». Но еще пока в этом году, с 24 года по 25 май месяцы, вы можете своеобразный итог и подводить, когда вам захочется самим с чем-то определиться. И если мы сказали, что это дом тайн или дом уединения и завершения, вот прекрасное время для того, чтобы получить как раз плоды труда своего. Можно сказать, что для вас этот период с мая 2024 по май 2025, он планетарно не ожидается каким-то турбулентным. Но, видимо, вот те вопросы, которые по части двойственных отношений или когда вы с чем-то не определились, вам придется их решать, потому что в последующем Юпитер, так планетарно, энергии космические будут на вас влиять, чтобы вы этот самый итог для себя все-таки сделали. Или совершили важный выбор, или подготовились к какому-то совершенно новому этапу жизни. Давайте мы посмотрим, как видят карты для вашего знака зодиака период с мая 2024 года по май 2025. Итак, у нас цыганский пасьянс. И он больше показывает событийный ряд. Какие вопросы будут для вас актуальны? Давайте узнаем. Вы знаете, вам придется, возможно, корректировать планы. У кого-то эта коррекция планов будет вызвана переменами, может быть, в личной жизни. Или известие какое-то. Выпадает колокол. Колокол – это то, чего мы где-то не ожидаем. Но можно также еще и совместить сердце. И тогда это как известие, которое касается либо ваших близких, либо, к примеру, даже и друзей, если иногда бывает друзья ближе, чем родственники. Давайте мы выложим все карты, чтобы сложилось какое-то общее мнение по картам, по прогнозу. Открытый путь. Открытый путь – это всегда возможности. И вот посмотрите, если мы заканчиваем вот этот квадрат, где у нас, почти квадрат, выпадает колокол, пересекается также сердце, то есть какие-то дела сердечные, что-то вы будете тут решать.
в зависимости от той информации, которую вы узнаете. Но выпадает еще и победа. Поэтому даже сложные вопросы с учетом колокола, вот, который совпал, вы сумеете решить ну, для себя максимально лояльно или так, как вам это будет помогать. Или, может быть, какая-то сложная задача, вопрос вам придется тоже Соломоново решение принимать, вполне вероятно, раз колокол. Но тогда у вас это получится. Открытый путь. Может быть, в зависимости от того, как вы решите какой-то один вопрос, потом вы сможете реализовать какой-то проект. Или для кого-то из вас будет означать, что то, что вы планируете осуществить, у вас как раз получится открытый путь. Иногда это дорога, а порой это наш жизненный путь. Но нужно быть аккуратным, потому что социум, скорее всего, вам захочется пересмотреть. Или ближайшее окружение. Выпадает маска. Вы можете в ком-то разочароваться окончательно. Именно из-за того, что, кто знает, пришла какая-то правда. Вы люди интуитивные, и я могу предположить, что либо обстоятельства вашей жизни вас могут столкнуть с человеком или с людьми таким образом, что вынуждают вас изменить отношение к человеку. Может быть, и это по теме партнерских отношений у кого-то может проиграться, по вашему бизнесу, или это где-то по работе, потому что вы понимаете, что меня обманывали. Вот может быть и такая какая-то ситуация, когда от вас потребуются совершенно новые решения. Но есть и те люди, которые вас любят, безусловно. У вас выпадает лебедь. И лебедь – это искренность, это любовь. Это может быть ваш любимый человек, и тогда вы будете словно на одной волне с ним. Или когда вы смотрите в одном направлении, когда совпадают ваши взгляды. Но есть еще и те внешние вопросы, от которых мы не можем уйти, как от внезапных каких-то известий, или когда нам придется организовывать свою жизнь по-новому, в зависимости от той информации, которую вы получите. В конечном итоге, так или иначе, у вас выпадает подкова. Это символ личного счастья. Символ личного счастья, и у вас выпадает роза. Это о любви нам говорят, и как раз недалеко у нас лежит лебедь. Значение совпадает, и поэтому в личной жизни, правда, вам, может быть, и доведется узнать какие-то новости или информация. Может быть, для кого-то из вас эта информация будет, ну, неожиданно совершенно, но она вас подтолкнет к каким-то очень важным решениям. В конечном итоге личное счастье, любовь, искренность, верность – вот основные моменты. Это то, на что вы можете опереться. Это то, что для вас надежно. Я смотрю, пока с вами разговариваю, что у нас еще совпало. И вы тоже смотрите, потому что я могу чего-то не заметить. И надо сказать, что я не вижу больше совпадений. Еще раз повторю, сердце, колокол, это я озвучила, и победа по решению каких-то даже тех вопросов, которые вам могут поначалу казаться очень сложными, турбулентными, неожиданными или требующими от вас быстроты действий, или наоборот, может быть, бездействия. У кого-то так, нам ведь тут про действия конкретно не говорят, но все решается к вашей победе. И значит, это, знаете, как судьбоносные какие-то моменты вам придется решить. Может быть, в чем-то поставить точку. И тогда это для вас будет своеобразный открытый путь. То есть какая-то задача, мои дорогие, которую решить совершенно необходимо. Но я бы сказала, что есть, видимо, и партнерские отношения в разных сферах жизни, когда вам придется пересмотреть, но есть и личная жизнь, и для тех, кто один или одна. Значит, это прекрасный период. Может быть, чтобы состоялось важное знакомство в вашей жизни, потому что заканчивается это у нас все-таки подковой и роза, любовь. Идем дальше, и давайте на колоде Таро мы зададим такой вопрос. На чем вас концентрируют высшие силы? Чем будет ознаменован этот период? К
чему они вас подводят или к какому итогу. Вот совершенно не ваша энергетика, это у нас король воздуха, или мы говорим король мечей. Это у нас в этой колоде карт, это колода ангелов. Эксперт, респектабельный человек, тот, который умеет решать сложные вопросы, который может занимать высокий пост, или эта карта может свидетельствовать о том, что вас подталкивают высшие силы для того, чтобы вы построили карьеру или осуществили свой план, мечту, то, о чем вы мечтали. Поэтому по этой карте нам еще и говорят о том, что мы можем обращаться к юристам, к адвокатам, потому что нужно провести важные согласования или оформить важные документы, в чем-то поставить точку или просто организовать свою жизнь с учетом законов, положений, то, что принято в вашем обществе. Или, если это вопрос для кого-то касается переезда конкретно, значит обустройство жизни на новом месте. Причем энергии холодные, это ведь карта логики, это карта, когда мы избавляемся от ментального мусора. Есть реальность. Мы принимаем эту реальность, принимаем где-то в расчет наши возможности и своеобразное, назовите это среднее арифметическое, выводим или принимаем Соломоново решение. Для кого-то из вас это вопросы могут быть связаны. По этой карте проходят у нас и врачи, по этой карте у нас проходят специалисты, работающие с металлом, и у кого-то банально будет стоматолог, а у кого-то ремонт дома, как может быть глобальный, или решение каких-то имущественных вопросов, и такое тоже может быть. Вот совершенно разные направления по этой карте, но их объединяет одно – рационализм и конкретика. Вот что-то подобное на рационализм и конкретику вас ориентируют высшие силы. Хорошо, давайте мы спросим, какая сфера жизни будет трансформироваться в этот период для вас? Что будет меняться? А нам просто говорят, радости карта. Или если мы говорим о созвездии Близнецы, которые отвечают как раз за коммуникацию, за контакты, и какой бы вопрос вы ни решали, чтобы вы имели положительный эффект. Я об этом сказала, что у вас время подведения итогов, и значит итоги вас, по крайней мере в большинстве случаев, как бы сложно ни касалось решить как тот или иной вопрос, или сложно провести какие-то согласования, результат вас в целом будет как раз радовать, потому что конкретно праздник у вас действительно, вы, может быть, как больше уверенности в себе, больше, если были, допустим, сомнения, или какие-то важные согласования вы произведете за этот период, когда вы прочувствуете себя как-то совершенно по-новому. Удовольствие от жизни, по сути дела, от удовольствия от тех людей или общения с теми людьми, с которым вас объединяет что-то. И может быть это как и по части вашего бизнеса, по части вашей работы, коммуникация, а может быть и также это тот праздник, который происходит среди наших близких. Поэтому фон как раз этого года для вас более чем благоприятный. От чего вы откажетесь сами? Вам не захочется спорить, это рыцарь мечей, вам не захочется кому-то что-то доказывать. Скорее вы предпочтете отойти от дел, нежели устраивать или затягивать какие-то распри, или усиливать конфликт. Если вы будете видеть, что какая-то сфера или отношения не развиваются, вы предпочтете поставить точку и отойти в сторону. Вы, скорее всего, будете действовать, когда... как по-английски уйти, вот такой будет посыл, когда не захочется вообще тратить время на бесплодное обсуждение, или вы сделаете правильные выводы по поводу конкретных людей. Все-таки может быть так и статься, что вы получаете известие и понимаете о том, что какую-то историю нет смысла продолжать. И тогда, в зависимости от того, чего это касается, личной жизни или, к примеру, работы, вы будете целиком и полностью вот эту сферу перестраивать как будто заново. Или что-то планировать, мои дорогие. Тут действительно итог. Тут есть тот итог, когда нет смысла тратить времени на что-то. И это вы поставите как вычеркнуть из своей жизни. Нет смысла продолжать. Давайте мы спросим, что же вам будет помогать. Что вас будет радовать? Когда мы признаем собственные ошибки.
в этой колоде карт нам говорят о том, что мы реально смотрим, что происходит вокруг. И, может быть, обстановка вокруг вас такова, или ну, обстоятельства вашей жизни вынуждают к тому, что вы можете сделать выводы. Действительно, 12-й дом от начала до конца. Что да, прежние мои, может быть, устремления были и благородны, но нет смысла что-то продолжать. Или нет смысла затягивать какую-то личную историю. Или по работе, партнерские, опять же, отношения. Все решают люди. Для вас это немаловажно будет. Заручиться поддержкой людей надежных. Или от начала до конца, кому я могу доверять. Может быть, этих людей останется 1, 2, 3. Но значит, это будут те, которым вы с ними себя чувствуете уверенно. По этой карте мы действительно признаем ошибки. И это сильная позиция в том, что мы идем дальше. Мы не говорим, когда признаем право, само по себе право ошибаться. Мы не говорим, что это кто-то виновен или что обстоятельства сложились. А вот по этой карте мы делаем выводы, что да, к примеру, мы думали лучше о людях, чем они есть на самом деле. Или какой-то проект мы, ну, считали да просчитались, может быть, думая, что он нам принесет, ну, как продвижение, а вышло как-то иначе, или обстановка поменялась. Такое ведь тоже может быть. И значит, нет смысла в чем-то упорствовать. Лучше пересмотреть, скорректировать планы для того, чтобы не потерять как и времени даром, так и не устроить себе какую-то конфронтацию. Вы очень здравомыслящие будете на период с мая по май, с 24 года по 25. Мне очень интересно. У вас необычный расклад, мои дорогие. Давайте мы спросим, как изменится ваша жизнь, в каком направлении. А в том, которого вы захотите сами менять. У нас король кубков или король воды. И это тот человек, кстати, вот именно в этой колоде карт, который приходит нам на помощь. И если мы спросили, как изменится ваша жизнь, все то, что я только что сказала, будет важен ваш социум, пусть будут это 1, 2, 3 человека, но те люди, которые надежны, на которых вы можете понадеяться, которые вам готовы подставить плечо, которые вам готовы прийти на помощь, и вы им будете платить той же монетой. Это абсолютное единение души, то есть взаимоотношения, мои дорогие представители знака зодиака Рак, с мая по май, 24 по 25 год, выстраивание какой-то совершенно новой концепции, может быть, по части личной жизни, но еще и партнерские отношения в нашем турбулентном мире. И это ведь тоже где-то уверенность для кого-то, вопросы семьи, вопросы, связанные с вашими детьми. Но все же мы отталкиваемся от того, неважно, кто меня смотрит сейчас, девочки или мужчины, просто энергетика карты короля кубков именно в этой колоде карт Таро ангелов. Она говорит о том, что есть единение, как я уже озвучила, души, когда мы с нашим партнером смотрим в одном направлении, когда мы друг в друге абсолютно уверены. И здесь у вас значение лебедь как раз тоже подтверждает все то, что говорит эта карта. У вас перекликается прогноз, тот, который в Таро, и тот, который на цыганском пасьянсе. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.